Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Хочу вам показать мой фотоальбом династии Беннингтон. От истоков до нынешней истории. Корриган и Дебра, основатели династии, познакомились в школе еще в начальных классах. Сначала они соперничали, а потом просто влюбились в друг друга. Ну и, конечно, поженились, переехали в большой дом и появились дети. Сначала родились двойняшки – Кристоф и Мишель, потом Хьюберт, и только потом наша маленькая Шарлотта. И завели собачку Верону, которая тоже вместе с ними росла. Ну и, конечно, спустя время моего летсплея повзрослел Мишель и Кристоф. Праздновать день рождения я не стала, просто купила торт и просто дома отметила вместе с родными. Вот. И у них наступила стадия подростка. Ну а самое интересное после, Корриган от мода Ди Бендиго редукс часто болел и в конце просто умирает на их дне рождения. И я просто была в шоке. Конечно, я вернула его к жизни, удалила мод и притворилась, что этой ситуации не было. Но сама возможность устроить драму была заманчивой, я была в таком подвешенном состоянии. Но мы идем дальше. Наша династия спокойно жила своей жизнью. Корриган и Дебра наслаждались семейным уютом, своей идиллией. А Мишель просто повзрослел и стал горячим подростком, знакомился с девушками, ходил на свидания. Короче, познавал себя. И тут он завел лучших друзей и встретил первую любовь – Наен. Наступило лето, детей отправила к бабушке и дедушке родители Корригана. Шарлотта немного подросла, но все еще в стадии малышки. А Кристоф и Мишель тоже отдыхали в Хэнфорде. Знакомьтесь, это младшая сестра Дебры. Наконец-то она тоже забеременела. Оуэн, ее парень, очень рад беременности и сделал ей предложение Лоррейн выйти за него замуж. И она, конечно, согласилась. Это было просто сказочная свадьба. Жалко, что у меня эпизод не записал запись звукоигры. Сама свадьба, конечно, состоялась и запись есть. И, конечно, на этом кадре Шарлотта такая милашка. Ну и наступил момент взросления Дебры и Корригана. Из молодых симов они стали совсем взрослыми. Ну и я не смогла пропустить эти скриншоты, как Мишель с Наен отрываются, и это очень забавно и романтично. У Лоррейн рождается мальчик, а семья Беннингтон переезжают. Мишель с Кристофом поступают в Бричестер и отправляются жить в общагу. Дебра, Корриган, Шарлотта и Кристоф переезжают в Нордхавен и покупают новый дом. Хьюберту нравится играть на гитаре. В Нордхавене он знакомится с новыми друзьями. Также с ними тусуется и пытается найти общий язык. А Шарлотта тоже не теряет времени даром и заводит друзей. Но это просто смешной кадр. Я решила устроить новоселье, получилось по-семейному тепло. Джулиан, сын Лоррейн, уже стал тоже младенцем. Ну, также я устраивала просто семейные посиделки. Вместе встречались, болтали, обсуждали что-то новенькое. Есть несколько эпизодов учебы в универе, как Мишель тусил и развлекался в общаге, устраивал вечеринки, строил любовь с Наен. У Корригана с Деброй наступил кризис, как и в отношениях, так и в реализации себя. Дебра начала искать и думать, чего хочет она, кроме семьи, и как себя реализовать. А Корриган знал точно, чего он хочет – пожить в палатке, в дикой природе, ловить рыбу, наслаждаться атмосферой джунглей и просто наслаждаться семьей. Мишель с Кристофом, с друзьями также учатся в Бричестере, но Наен узнает, что она беременна и сразу, долго не думая, говорит Мишель. Мишель тоже рад пополнению, но он не задумывается о браке, а просто знакомит с родителями. Не переставая также просто ходить на тусовки, развлекаться и наслаждаться молодостью. Семья Беннингтон поехали на выходные в Хэнфорд к бабушке и дедушке. Хьюберт решил показать свои таланты родным, а Корриган с Деброй наслаждаются снова своей любовью.
Хьюберт наконец празднует выпускной, тем же вечером он знакомится с Лавандой, а Шарлотта находит лучшего друга и подруг. Мишель с Наен наслаждаются беременностью друг другом. Ну и настала пора закончить им универ. Технически их выгнали, но мы это опустим. Мишель с Наен переезжают в новую квартиру, чтобы вместе растить ребенка. Джек стал малышом, славным, малым, немножко повзрослевшим. Кристоф переехал из общаги в квартиру, где с ним снимала комнату Хезер. Сначала они не понравились друг другу, но потом закрутилось, завертелось. Немного сводила их на свидание, поиграла за них, и Наен настало время, пора рожать. Джулиан, наш малыш, родился на свет. Хьюберт начал встречаться, ходить на свидания, а друзья Мишель и Кристофа стали жить вместе. Хьюберт позвал в гости к себе Лаванду на Новый год. Новый год получился семейным, позвали всех родных, Шарлотта гуляла со своим другом, было семейное такое застолье, танцы, шампанское, праздновали по-семейному Новый год. Мишель с Наен пытались вжиться в роль родителей маленького Джулиана. У Кристофа с Хезер были проблемы с квартирой, и Мишель предложил им немного пожить у них. Зимние каникулы они провели в Камарэбе, просто потусовались, отдохнули, покатались на сноубордах, на лыжах, на санках. В день рождения Джулиана я решила устроить семейный праздник, позвать бабушек, дедушек, чтобы они вместе по-семейному посидели и отпраздновали день рождения. Шарлотта записалась в драм-кружок, а Хьюберт также ходит в старшую школу и общается с Лавандой. Шарлотта отправляется к бабушке и дедушке на каникулы. Также Кристоф и Хезер решают переехать на время в Хэнфорд. С Мишель, Наен случилась смешная история. Наен поцеловала Кристофа, Хезер была очень зла. Джек подрастает до ребенка, играет в баскетбол со своим отцом, а Корриган отправляется снова жить в палатке уже в Гранит-Фоллс со своим сыном и друзьями. Ну и, наконец, день рождения Шарлотты. Она у нас становится подростком, поступает в старшую школу, заводит друзей, знакомится со своими одноклассниками, у нее появляется воздыхатель и закручивается ее жизнь. Хьюберт переезжает в другой город, и, наконец, свадьба Кристофа и Хезер. Такая свадьба на свежем воздухе. Вместе с салютом. Ну и я заскринила их медовый месяц немножко. Вот мы и наконец на финишной прямой. Шарлотта отдыхает на летних каникулах в Хэнфорде, наслаждается детством, общается с бабушкой и с дедушкой, катается на лошадях. Вот. В общем, большое спасибо, что досмотрели до конца. Если понравилось видео, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Буду очень рада, если вы мне напишите. Всем пока, всем хорошего настроения.